Некоторые моменты в жизни наступают неожиданно. Они врываются в нашу повседневную жизнь и меняют все, что, как нам казалось, мы знали о мире. Для парамедиков службы неотложной помощи Пайн-Вэлли этот момент наступил осенним утром, когда они обнаружили, что иногда даже самые дикие создания точно знают, когда следует нарушить законы природы. Колеса машины скорой помощи мерно тарахтели по горной дороге, пока Сара в очередной раз проверяла данные диспетчерской службы. Это был простой звонок. Миссис Питерсон упала у себя на кухне, и ей понадобилась помощь, чтобы подняться. Ничего срочного, ничего такого, с чем они не справлялись бы уже сотню раз. Майк не сводил глаз с извилистой дороги впереди, осторожно преодолевая крутые повороты, которые местные жители знали слишком хорошо. Утренний туман стелился по земле, как толстое одеяло, заставляя их ехать медленнее, чем обычно. Их фары прорезали густой туман, создавая видимость дороги впереди, напоминающую туннель. Лес обступал их с обеих сторон, вековые сосны стояли на страже, словно безмолвные часовые в лучах раннего утра. Первый намек на то, что что-то не так, появился, когда в лучах их фар промелькнула тень. Нога Майка инстинктивно потянулась к педали тормоза, но ничто не могло подготовить их к тому, что появилось из тумана. Прямо посреди дороги стоял один из самых крупных черных медведей, которых они когда-либо видели. Рука Сары немедленно потянулась к рации, готовая сообщить об опасности для дикой природы. Но что-то остановило ее. Медведь вел себя неправильно. Любой другой медведь бросился бы на утек при виде приближающегося автомобиля, скрывшись в безопасности леса. Но этот стоял на своем, его массивная фигура полностью преграждала им путь. Пальцы Майка крепче жали руль. «Что-то не так», – прошептал он, выражая то, что они оба чувствовали. Медведь раскачивался взад-вперед, его голова двигалась почти по-человечески, выражая страдание. Сара проработала парамедиком в этих горах 15 лет. Она и раньше видела медведей. Они все видели. Но такого никогда. Ни один из них, казалось, не пытался с кем-то общаться. Ни один из них не смотрел на машину скорой помощи с выражением, которое можно было бы охарактеризовать только как узнавание. Медведь снова двинулся, на этот раз неторопливо направляясь к окну со стороны водителя. Движения существа были осторожными, почти нежными, несмотря на его огромные размеры. Это не было агрессией. Это не было проявлением территориальной принадлежности. В любом случае, это было нечто совершенно иное, что вскоре заставило их усомниться во всем, что, как им казалось, они знали о барьере между диким и человеческим мирами. То, что произошло дальше, навсегда изменило их жизни. Огромный медведь прижал лапу к стеклу машины скорой помощи, оставив четкий след на утреннем стекле. Шагов от машины скорой помощи, затем возвращались, каждый раз оглядываясь на них с тревожным пониманием в глазах. «Это ненормально», – прошептала Сара, ее голос был едва слышен из-за их бешено колотящихся сердец. На каждом тренинге по дикой природе, который они посещали, подчеркивалось одно и то же. Медведи избегают контактов с людьми, если им не угрожают или они не голодны, но этот медведь не проявлял ни того, ни другого. Вместо этого его поведение напоминало то, что они видели бесчисленное количество раз до этого. Когда люди отчаянно пытались позвать на помощь, следующие действия медведя устранили все сомнения в его намерениях. Он подошел к передней части машины скорой помощи, встал на задние лапы и положил обе лапы на капот. Затем транспортное средство просело под его весом, демонстрируя зрелище, которое бросало вызов всему, что они знали о диких животных. Он опустился и сделал несколько осторожных шагов в сторону леса, прежде чем повернуться и посмотреть на них. Когда ни один из медиков не пошевелился, медведь вернулся и повторил свои действия. С каждым разом, когда он направлялся к лесу, его движения становились все более настойчивыми. Он делал несколько шагов, оглядывался назад, а затем возвращался, когда они не следовали за ним. Схему было невозможно не заметить. Он хотел, чтобы они следовали за ним. Рука Майка зависла над рацией.
Такая ситуация требовала поддержки от службы контроля за животными, возможно, даже от Департамента охраны дикой природы. Но Сара остановила его, мягко коснувшись его руки. 20 лет, проведенных в этих горах, научили ее доверять своим инстинктам, и сейчас все инстинкты кричали, что здесь все по-другому. Поведение медведя становилось все более настойчивым. Он расхаживал взад-вперед между машиной скорой помощи и опушкой леса, его движения становились все более возбужденными. Каждый раз, когда он возвращался к машине скорой помощи, в его глазах, казалось, было больше тревоги, больше отчаяния. Время от времени он издавал тихие хрюкающие звуки, так не похожие на угрожающее рычание, о котором их предупреждали на курсах по безопасности дикой природы. В этом горном тумане время, казалось, остановилось, пока человек и животное смотрели друг на друга сквозь стекло. Грудь медведя тяжело вздымалась, и от его дыхания в прохладном утреннем воздухе появлялись облачка. Его темная шерсть местами была спутана, и теперь, приглядевшись, они увидели в его позе и движениях признаки беспокойства. Что-то заставляло это существо нарушать все законы природы, искать тех самых людей, которых ему следовало избегать. Что-то было не так, ужасно не так. Такое зло, которое заставило бы дикое животное преодолеть свои глубочайшие инстинкты и обратиться за помощью именно к машине скорой помощи. Сара потянулась к своей медицинской сумке на заднем сиденье, лихорадочно перебирая в уме возможные варианты. За все годы службы ей приходилось лечить людей, собак и даже лошадь. Но медведя? Абсурдность ситуации не ускользнула от нее. И все же было что-то в этих глазах, что-то, что прямо говорило о клятве ее фельдшера помогать тем, кто в этом нуждается. Медведица предприняла последнюю, отчаянную попытку заговорить. Он снова встал, теперь был виден его полный рост, и издал звук, который не был ни рычанием, ни ревом. Это было что-то совсем другое, что-то, что звучало почти как крик о помощи. Затем он повернулся и сделал несколько решительных шагов в сторону леса, остановившись, чтобы еще раз оглянуться, безошибочно давая понять: «Следуй за мной». Это решение противоречило всему, чему их учили, всем правилам, всем рекомендациям по технике безопасности, которые запрещали следовать за диким животным в лес. Но когда Сара схватила свою медицинскую сумку, а Майк – переносный набор для оказания неотложной помощи, они оба поняли, что у них нет выбора. Что-то тянуло их вперед, что-то более сильное, чем страх. Медведь шел ровным шагом, всегда оставаясь достаточно далеко впереди, чтобы его можно было разглядеть сквозь утренний туман. Его массивная фигура с удивительной грацией двигалась между деревьями, постоянно оглядываясь, чтобы убедиться, что они все еще следуют за ним. Сара посмотрела на часы. До леса оставалось 5 минут. Они должны были вызвать по радио подкрепление. 10 минут. Медведь ускорил шаг. Прошло 15 минут, и утренний свет едва проникал сквозь густые кроны деревьев. Медведь вел их потому, что, по-видимому, было охотничьей тропой, протоптанной в лесной подстилке. За годы скитаний по дикой природе. С каждым шагом воздух становился все гуще и тяжелее. Поведение медведя становилось все более возбужденным. Он то вырывался вперед, то нетерпеливо ждал, переминаясь с лапы на лапу, демонстрируя явное беспокойство. Его дыхание стало затрудненным, но не от напряжения, а от того, что, казалось, вызывало растущее беспокойство. Через 20 минут после начала своего путешествия они начали замечать признаки, которые превратили их профессиональную озабоченность в настоящую тревогу. На их пути были сломаны ветки, но не от естественного падения, а от того, что что-то большое двигалось в спешке. На нескольких деревьях виднелись глубокие царапины, достаточно свежие, чтобы из ран все еще сочился сок. Медведь проделывал это путешествие несколько раз, недавно и отчаянно. Затем их поразил запах. Сначала едва уловимый, но становящийся все сильнее. Что-то, что заставило обоих парамедиков обеспокоенно переглянуться. Годы работы в экстренных службах научили их распознавать металлический запах крови, даже ее слабые следы. К нему примешивался другой запах,
который говорил о боли и страданиях. Их проводник внезапно остановился, напрягшись всем телом. Медведь повернулся, чтобы посмотреть на них, и в рассеянном свете леса они увидели слезы, выступившие на его шерсти под глазами. От такой человеческой черты в таком диком существе у них мурашки побежали по спине. Медведь издал низкий, жалобный звук, от которого, казалось, задрожала сама земля у них под ногами. Прямо перед ними деревья расступились, открывая небольшую поляну. То, что они там увидели, будет преследовать их в мечтах долгие годы и навсегда изменит их представление о границе между миром людей и животных. На поляне произошла сцена, от которой лица обоих парамедиков побледнели. Там, в неглубокой впадине под поваленным деревом, лежали 3 медвежонка. Двое из них были неподвижны, их маленькие тельца уже были мертвы, но третий едва дышал, его крошечная грудка поднималась и опускалась в слабом, неровном дыхании. Земля вокруг них потемнела от крови, а разбросанные пустые обертки от еды рассказывали ужасную историю. У Сары подкосились колени, когда она осознала реальность ситуации. Медвежата нашли выброшенную из лагеря еду, а вместе с ней что-то смертельно опасное. Вокруг были разбросаны покореженные металлические банки, их острые края тускло поблескивали в слабом свете. Одна из банок была вскрыта, и ее зазубренные металлические края были покрыты запекшейся кровью. Медвежата сильно порезались, пытаясь добраться до еды, и, судя по всему, что-то в этой еде было отравлено. Медведица, которая привела их сюда, подошла к своим медвежатам с такой нежной заботой, что у обоих медиков что-то сломалось. Внутри она прижалась носом к выжившему детенышу, а затем посмотрела на них глазами, в которых была такая глубокая боль, на которую не было способно ни одно дикое животное. В этот момент они осознали всю тяжесть того, чему стали свидетелями. Мать, наблюдавшая, как один за другим умирают ее дети, каким-то образом поняла, что люди в большом белом автомобиле с мигалками – те, кто может помочь. Руки Майка дрожали, когда он открывал аптечку. Выживший детеныш был маленьким, вероятно, ему было не больше нескольких месяцев. Его дыхание было поверхностным, десны бледными, что свидетельствовало о сильной кровопотере. Пена, смешанная с кровью, вокруг его пасти указывала на возможное отравление. Что было еще более шокирующим, так это то, что медведица отошла в сторону, давая им возможность поработать, как будто она понимала их цель. Тренировка парамедиков помогла справиться с шоком. Сара быстро оценила состояние детеныша, пока Майк готовил средства первой необходимости. У детеныша были глубокие рваные раны на лапах и во рту от острого металла, но реальной опасностью было отравление. Пустые контейнеры из-под антифриза валялись среди мусора, и их сладко пахнущая жидкость была смертельной ловушкой для любого животного, которое их обнаруживало. Медведица следила за каждым их движением, и в ее глазах светился почти сверхъестественный разум. Она издавала тихие скулящие звуки, по очереди касаясь носом каждого из своих мертвых медвежат. Затем оглянулась на медиков с таким неподдельным горем, что у них обоих перехватило дыхание. Они были свидетелями не просто животного инстинкта. Это была отчаянная любовь матери. Любовь настолько сильная, что заставила ее нарушить все законы природы и обратиться за помощью к тому самому виду, который стал причиной этой трагедии. Руки Сары дрожали, когда она проверяла жизненные показатели выжившего медвежонка. Его пульс был слабым и неровным, а маленькое тельце холодело с каждой минутой. Выбор матери-медведицы внезапно стал совершенно ясен. Она наблюдала, как ее медвежата заболевали один за другим, и была бессильна им помочь. Она видела в городе белые машины с мигалками и каким-то образом поняла, что они означают помощь. В отчаянии она сделала невозможное. Она искала людей, доверяла им, привела их сюда, и все это в последней отчаянной попытке спасти своего единственного выжившего ребенка. Серьезность момента поразила их обоих. Это был не просто экстренный вызов, это была не просто очередная спасательная операция, это был момент, когда граница между миром людей и животных полностью стерлась, оставив только
всеобщее понимание материнской любви и отчаянную необходимость спасти ребенка. Медведица-мать стояла на страже, ее массивная фигура одновременно защищала и умоляла, пока парамедики боролись за спасение ее последнего выжившего детеныша. Время, казалось, остановилось на этой маленькой поляне, туман окутал их, словно защитный кокон. Единственными звуками были прерывистое дыхание умирающего детеныша, тихие всхлипы его матери и торопливые движения работающих парамедиков. Они знали, что должны действовать быстро. Детеныш быстро угасал, и они понятия не имели, сколько времени прошло с начала отравления. Руки Сары метались по аптечке, доставая все необходимое с привычной скоростью. Теперь на счету была каждая секунда. Из-за отравления антифризом органы медвежонка отказывали в работе, а потеря крови из-за порезов делала ситуацию еще более опасной. Им нужно было действовать быстро, но в то же время быть осторожными. Одно неверное движение могло напугать медведицу, чье доверие к ним висело на волоске. Майк вызвал по рации подкрепление, его голос звучал ровно, несмотря на ситуацию. Он позвонил в службу охраны дикой природы, ветеринару, всем, кто мог помочь, но они находились по меньшей мере в 30 минутах езды от ближайшей больницы. У медвежонка оставалось не так уж много времени. Им придется сделать все, что в их силах, с тем, что у них есть. Сара начала водить капельницу, чего она никогда бы не подумала сделать медвежонку. Медведица внимательно наблюдала, ее темные глаза следили за каждым движением. Когда детеныш заскулил, почувствовав укол иглы, она издала тихий горловой звук, но не пошевелилась. Как будто она поняла, что они пытаются помочь, хотя процесс причинял боль. Майк следил за дыханием детеныша, пока Сара водила в него жидкости и лекарства. 4. Утренний туман начал рассеиваться, и сквозь деревья пробились солнечные лучи, освещая их отчаянную работу. Медведица по-прежнему находилась поблизости, то наблюдая за ними, то нежно прижимаясь носом к своим мертвым медвежатам. Самый сложный момент наступил, когда у медвежат начались судороги. Сара и Майк обменялись встревоженными взглядами. Им нужно было действовать быстро, но неправильное обращение могло привести к летальному исходу. Сара приняла решение за долю секунды, скорректировав дозу лекарства, мысленно молясь о том, чтобы она сделала правильный выбор. Медведица почувствовала их растущую настойчивость и придвинулась ближе, ее массивная фигура отбрасывала тень на них, пока они боролись за спасение ее ребенка. Пока они работали, минуты тянулись, как часы, и каждое мгновение было битвой со временем и самой природой. Жизнь медвежонка висела на волоске, его судьба находилась в руках двух людей, которые и представить себе не могли, что будут пытаться спасти медвежонка посреди леса, в то время как его мать наблюдала за происходящим с умом, который не поддавался объяснению. Первые признаки надежды появились, когда солнце поднялось над полянной. Дыхание детеныша выровнялось, его крошечное тельце начало бороться с ядом, от которого погибли его братья и сестры. Когда команда спасателей наконец прибыла на место, они обнаружили нечто беспрецедентное. Два парамедика и медведица-самка работают вместе, чтобы спасти жизнь, нарушая при этом все законы природы. Сара и Майк отступили на шаг, их униформа была перепачкана грязью и кровью медвежат, когда ветеринары приступили к работе. Медведица оставалась спокойной, каким-то образом понимая, что эта новая группа людей тоже здесь, чтобы помочь. Ее доверие, рожденное отчаянной нуждой, никогда не ослабевало. Несколько часов спустя, когда спасательная команда осторожно доставляла выжившего медвежонка для дальнейшего лечения, медведица сделала то, что запомнилось обоим парамедикам навсегда. Мероприятие изменило не только правила поведения. Оно привело к разработке новых учебных программ для сотрудников служб экстренного реагирования, в которых основное внимание уделялось встречам с дикой природой и сложным взаимоотношениям между человеком и миром природы. Была очищена поляна, вывезен опасный мусор и приняты новые меры по защите дикой природы и мест их обитания. Но самая большая перемена произошла в сердцах тех, кто был там в тот день.
Они стали свидетелями чего-то экстраординарного, момента, когда искусственные барьеры между миром людей и животных растворились, оставив после себя только всеобщее понимание любви, отчаяние и стремление защитить своих детей. На той лесной поляне они узнали, что иногда самые дикие существа точно знают, когда им можно доверять, и что чудеса могут случиться, если мы будем достаточно смелы, чтобы ответить им тем же. Если вас тронула эта невероятная история о выживании, надежде и неразрывной связи между матерью и ее детьми, обязательно подпишитесь на наш канал. Каждую неделю мы рассказываем вам удивительные правдивые истории, которые демонстрируют необычайную связь между людьми и животными. Нажмите на кнопку подписки, чтобы никогда не пропустить еще одну трогательную историю о мужестве, сострадании и замечательных моментах, которые напоминают нам о том, насколько особенными на самом деле являются наши отношения с дикой природой.